Это небольшая, на первый взгляд, незаметная точка в небе. Астероид с обозначением 224 YR4 в конце 224 года серьезно взволновал астрономов. Первые оценки давали около 2,2% вероятности его столкновения с Землей, цифра, которая для объекта размером в десятки метров уже вызывает настороженность. Что за этим последовало? Почему оценки менялись и чем в итоге все закончилось, в этом материале подробно и понятно. Астероид был впервые замечен в декабре 2024 года обсерваторией в Чили. По яркости, видимому блеску, специалисты сразу оценили его диаметр в диапазоне примерно 40-90 метров, то есть сопоставимый с длиной футбольного поля. Такие размеры в случае падения на Землю могут привести к разрушениям масштаба целого города, в зависимости от места удара и угла вхождения. Важно понимать, при обнаружении объект действительно выглядит как крошечная точка света. Дистанция велика, траектория пока не ясна, и начальные оценки имеют широкую неопределенность. Именно из-за этой неопределенности 224 YR4 сначала попал в число потенциально опасных объектов. Когда астероид только открыт, астрономы имеют очень короткую наблюдательную дугу, несколько снимков за ограниченное время. На этой основе они вычисляют возможные орбиты, но ошибка может быть значительной. Поэтому возникает понятие коридора риска — большая область возможных орбит, через которую объект может пройти. Если часть этой области пересекает Землю, вероятность удара не равна нулю. По мере накопления новых наблюдений неопределенность орбиты уменьшается. Коридор риска сужается и смещается, вероятности событий, включая столкновение с Землей или Луной, корректируются. Так происходило и с 224 YR4. В первые недели после открытия вероятность столкновения с Землей в источниках возрастала по мере уточнения некоторых параметров. Но затем, с дополнительными измерениями, расчеты изменились, и риск для Земли был полностью исключен. То есть теперь ученые уверенно заявляют, что астероид не представляет опасности для планеты, по крайней мере, в ближайшие 100 лет. Хорошая новость. Земле ничего не грозит. Плохая, или скорее, интригующая. Расчеты показали повышенную вероятность того, что 224 YR4 может столкнуться с Луной. Изначально прогнозы для удара по Луне в 2032 году давали вероятность около 0,1%, а позднее эта цифра была пересчитана и выросла почти до 4%. Если столкновение с Луной и случится, для нас это не опасно. У лунной орбиты и размеров спутника не будет никакой разрушительной отдачи для Земли. Ударные волны и глобальные последствия, о которых показывают кинофильмы, здесь не имеют места. Зато это событие стало бы беспрецедентным наблюдательным шансом. Падение объекта такого размера могло бы вызвать яркую вспышку и образование заметного кратера, который можно будет отследить и изучить. Луна не имеет плотной атмосферы, которая могла бы сжечь упавшие объекты, поэтому поверхность постоянно обновляется ударами метеороидов и астероидов. Многие из этих ударов слишком малы, чтобы оставить крупные следы, но ежегодно фиксируются сотни заметных столкновений световых вспышек на поверхности. Наблюдение за ударами на Луне помогает ученым оценивать частоту метеороидной активности в околоземном пространстве, понимать риски для будущих лунных баз и астронавтов, сопоставлять энергию столкновения с размерами образовавшихся кратеров. Проекты и инструменты, которые уже работают или разрабатываются для мониторинга лунных ударов, включают Нелиота — проекты, использующие наглядные наблюдения для фиксации вспышек на Луне в рамках программ Европейского космического агентства и партнеров. Миссии для регистрации вспышек с обратной стороны Луны,
Например, концепты типа LUMIO — Lunar Meteoroid Impact Observer, орбитальные зонды и приборы, такие как LRO, которые обнаруживают и документируют свежие кратеры. Отдельная причина интереса. Большинство наблюдаемых ударов по Луне связаны с очень мелкими объектами, обычно значительно меньше 50 метров в диаметре. Если 224 IR-4 действительно врезался бы в Луну, и его диаметр ближе к верхней оценке — 90 метров, это стало бы достаточно редким зрелищем. Яркая вспышка и заметный кратер, который можно будет изучать и долго иметь как учебный пример для оценки масштабов риска. В нашей Солнечной системе миллионы объектов, большинство из которых сосредоточено в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Однако из них лишь незначительная часть выходит на орбиты, близкие к Земле. НАСА и другие агентства отслеживают объекты, приближающиеся к Земле на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы, 50 км, так называемые околоземные объекты, NEO. Среди них небольшая подгруппа — потенциально опасные астероиды, PISA, которые по размерам и орбите теоретически могут причинить серьезный урон. Число известных крупных околоземных астероидов исчисляется тысячами. Официальные оценки пунктов в тексте — около 2500 особо крупных близко подходящих объектов — соответствуют современной картине. Мы знаем и отслеживаем многие крупные объекты, и для большинства ближайшие столетия рисков нет. В качестве примера приближений можно привести объект А-165 который в марте 2025 года прошел на расстоянии порядка 5 миллионов километров. Это в 13 раз дальше Луны. Для небесной механики это достаточно близко, чтобы считать событие заметным, но слишком далеко, чтобы представлять угрозу. Мир не стоит на месте в разработке средств планетарной защиты. Ключевые направления. Кинетический ударник. Миссия DART — Double Asteroid Redirection Test в 2022 году стала первой попыткой изменить орбиту астероида с помощью прямого удара космического аппарата. Это положительный тест, показавший, что метод работает в принципе. Гравитационный тягач. Концепция предполагает использование крупного космического аппарата, который за счет собственной гравитации медленно изменит орбиту астероида. Лазеры и термические методы. Энергетические установки могли бы испарять тонкий слой поверхности астероида, создавая реактивную тягу. Раннее обнаружение и наблюдение. Чем раньше обнаружен объект и лучше известна его орбита, тем больше опций у нас для реагирования. Планирование эвакуации. Для тех гипотетических ситуаций, где отклонить объект физически невозможно, остается вариант эвакуации населения из зоны потенциального удара. Все эти подходы дополняют друг друга. Главное — своевременное наблюдение и международное сотрудничество. Информация должна передаваться быстро, а решения приниматься с опорой на точные расчеты. Паниковать не стоит. Практически все известные крупные околоземные объекты либо не представляют угрозы, либо находятся под постоянным наблюдением. Следите за официальными источниками. Агентства типа НАСА, ЭСА и национальные службы регулярно публикуют актуальную информацию и прогнозы. Планетарная защита развивается. Сейчас у человечества есть рабочие технологии и концепты, которые при своевременном обнаружении способны снизить риск. Ситуация с 224 и R4 — хороший пример того, как в астрономии работает научный процесс. Сначала короткая дуга наблюдений порождает широкие вероятностные коридоры и повышенную тревогу. Затем новые данные уточняют картину, и оценки меняются, иногда на радикально более спокойные.
В текущем случае угроза для Земли исключена, а возможный удар по Луне — скорее научный и наблюдательный интерес, чем опасность. На горизонте остается множество других объектов, но работа по их обнаружению и мониторингу ведется постоянно. Планетарная защита становится частью наших инструментов безопасности, и 224 IR4 показал, что система работает. Риск был быстро обнаружен, просчитан и уточнен, а все заинтересованные службы получили время и данные для наблюдений и подготовки. Если вы хотите следить за такими событиями, обращайте внимание на официальные сообщения астрономических агентств и специализированных обсерваторий. Они дают наиболее точную и проверенную информацию.